Салем Достар, здравствуйте, друзья, с вами снова Анастасия, и сегодня у меня видео по вязанию летнего топа с баской. Перед началом моего мастер-класса хотела бы попросить вас подписаться и поставить лайк этому видео, таким образом вы помогаете развивать мой маленький канал. Для вязания этого топа я использовала несколько видов пряжи, это у меня были остатки с прошлых сезонов. Здесь у меня Alize Diva. Alize Diva добавила пайетки, за счет этого получается вот такое нежное мерцание. Также использовала остатки пряжи Yarn Art Jeans, Yarn Art Jeans Bamboo, Lanosa Papillon и Gazal Baby Cotton. Как вы видите, все эти виды пряжи соединились в одно изделие и никак с друг другом не конкурируют, не контрастируют, а идеально дополняют друг друга. Опять же, на мой вкус. В описании вы можете скачать файл по вязанию этого топа. В данном файле вы найдете схему, а также все мерки, по которым я вязала этот топ, и пошаговую инструкцию по вязанию. Спускайтесь в описание и скачивайте файл. А в конце видео я покажу, как этот топ смотрится на мне. Спускаемся в описание и скачиваем файл с телеграм-канала. Здесь две странички, в которых я постаралась подробно описать все шаги вязания топа. Мой размер это L46, здесь я указала и расход пряжи, и все данные на мой размер. Но по моему способу вязания вы с легкостью сможете регулировать размер топа и связать такой топ и на маленький размер, и на больший размер. В описании представлены все схемы, которыми я пользовалась. Это основная схема. И начинаем вязать топ с центральной части. Вяжется она цельным полотном по кругу. Мой обхват груди 90 сантиметров. Я связала образец и вычислила, что мне нужно было набрать 156 воздушных петель. Далее я вязала 16 сантиметров. Здесь нужно учесть, что я достаточно маленького роста, мой рост 1,55 м. И эта мерка, эта длина топа до проймы, она индивидуальная. То есть на меньший размер эта высота будет меньше, на больший размер, соответственно, больше. Далее обратите внимание, что высота топа по переду и по спинке, она отличается. Здесь на схеме я постаралась это изобразить, чтобы было понятно. Но длина лямочки от проймы до плеча одинаковая и по переду, и по спинке. Связали основную часть. Далее возвращаемся к наборному ряду и вяжем баску. В описании также я схему вязания баски прикрепила. Баска у меня из 11 рядов. Схема здесь до 6 ряда. Провязали 5 и 6 ряд, а потом чередуем вязание 5 и 6 ряда до нужной длины баски. Раппорт баски, так же как и у основного рисунка, 6 петель и 2 ряда. Возможно, здесь не так хорошо видно, но также я представила таблицу, на которой указала длину проймы в сантиметрах для разных размеров. Возможно, кому-то эта информация покажется полезной. Также в файле вы найдете схему обвязки. Для вязания своего топа я использовала остатки пряжи. Сейчас покажу вам наглядно, где какая пряжа. Я выбрала желто-зеленые оттенки и между каждым цветом провязывала белым цветом. Белый цвет это здесь у меня Alize Diva, и к ней добавила пайетки на хлопке. За счет этого у топа такой нежный мерцающий блеск. Это маленькие голографические пайетки. Пряжа темно-зеленого цвета это у меня вискоза с хлопком Lanosa Papillon. Про белую я уже сказала, это Alize Diva. Ярко-желтая пряжа это Yarn Art Jeans Bamboo. Это такая же пряжа. Светло-зеленая полоска это у меня оставался прям маленький моточек, буквально грамм 10, это Yarn Art Jeans. И светлая желтая полоска это Gazal Baby Cotton. Как видите, использовала абсолютно разные виды пряжи, просто интуитивно подобрала их под крючок 3 мм. И обвязку делала я пряжей Alize Diva, но уже без пайеток. И перед началом вязания нужно связать образец. Все виды пряжи, которые использую, подобрала под крючок 3 мм. Итак, раппорт узора 6 петель. Если вяжем поворотными рядами, то надо еще одну петлю набрать для симметрии. Но мы будем вязать по кругу, поэтому для симметрии одну петлю не набираем. Но для образца я ее наберу. И наберу 18 петель плюс 1, 19 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Петельки не затягиваем, они должны быть такие свободные. Набрала воздушную цепочку 19 петель. Далее провязываю один столбик без накида. Снизу пропускаю 2 петли, в третью провязываю.
2 столбика с накидом, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. Далее пропускаю 2 петли и снова провязываю столбик без накида. Итак, столбик без накида, 2 петли, в третью провязываю. 1 столбик без накида, 2, 2 воздушные и сюда же еще 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 петли снизу пропустила, в третью провязываю столбик без накида. 2 петли снизу пропустила, в третью провязываю опять этот веер. 2 столбика с накидом, 2 воздушные и сюда же еще 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 петли пропустила, в третью провязываю столбик без накида. 2 петли снизу пропустила, в третью провязываю 2 столбика с накидом, 2 воздушные и сюда же еще 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 петли снизу пропустила, в третью провязываю столбик без накида. Мы провязали сейчас 3 элемента, то есть 3 раппорта. Поднимаюсь на новый ряд 3 воздушными. Это столбик подъема на новый ряд. 1, 2, 3. Переворачиваю вязание. Далее провязываю еще 2 воздушных. Столбик без накида в воздушные петли предыдущего ряда. 2 воздушные, столбик с накидом, столбик без накида предыдущего ряда. Итак, 2 воздушные, столбик без накида, 2 воздушные, столбик с накидом. И повторяем. 2 воздушные, столбик без накида, 2 воздушные, столбик с накидом. И повторяем. 2 воздушные, столбик без накида, 2 воздушные, столбик с накидом. Итак, провязали 2 ряда. Эти 2 ряда раппорт, и они формируют узор. Давайте провяжем еще 2 ряда. Поднимаемся на новый ряд, провязываем 1 воздушную. Далее в столбик без накида предыдущего ряда провязываем веер. Переворачиваем и провязываем веер. Получается, этот веер каждый раз будет у нас идти друг над другом, никуда не смещаясь. Провязываю 2 столбика с накидом, 2 воздушных и сюда же 2 столбика с накидом. Далее столбик без накида. И повторяем. Провязываем веер. 2 столбика с накидом, 2 воздушные и сюда же еще 2 столбика с накидом. Далее столбик без накида. И последний. 2 столбика с накидом, 2 воздушных и сюда же 2 столбика с накидом. И завершаем ряд. Снизу нам нужно пропустить 2 петли и в третью провязать столбик без накида. Поднимаемся на новый ряд, 3 воздушные, переворачиваем вязание. Далее еще 2 воздушные, столбик без накида, 2 воздушные, столбик с накидом. И повторяем. 2 воздушные, столбик без накида, 2 воздушные, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик без накида, 2 воздушные, столбик с накидом. Образец связали. Теперь делаем ВТО и выполним расчеты. У меня в моем образце получилось 11
сантиметров. Я вот так растягиваю, потому что не буду убирать петли на свободу облегания. Немножко подрастягиваю, и получается, что у меня в 19 петлях 11 сантиметров. И записываю. 19 петель, 11 сантиметров. Мой обхват груди 90 сантиметров. Методом простой пропорции вычисляю. 90 умножить на 19 разделить на 11. 90 умножить на 19 разделить на 11. Получается 155. Мне нужно, чтобы мое число было кратно 6. И ближайшее кратное 6 число к 155 это 156. Я буду набирать 156 петель. Таким образом, вы можете вязать абсолютно из любой пряжи, любым крючком. И связав образец, вы сможете вычислить, сколько на ваш размер набрать петель. Например, у вас в 19 петлях получилось 15 сантиметров, а ваш обхват груди 80 сантиметров. И также вычисляем методом простой пропорции. 80 умножить на 19 разделить на 15. Получается 101. Находим самое близкое число, чтобы делилось на 6. Это будет 102. В этом случае нужно набрать 102 петли. И рассмотрим еще один пример. В 19 петлях будет 9 сантиметров, а обхват груди 100 сантиметров. И вычисляем. 19 умножить на 100 разделить на 9. Получается 211. Находим самое близкое число, чтобы делилось на 6. Это будет 210. Я провязала 11 раппортов. Так, и сейчас у меня здесь 16 сантиметров. И я начинаю вязать сейчас лямочки. Отдельно буду вязать переднюю и заднюю части. Повесила маркеры, просто разделила вязание напополам. У меня здесь получилось по переду 13 вот таких элементов. И, соответственно, по спинке тоже 13 элементов. Вот 13 пучков. У вас это может быть совершенно любое другое количество. Самое главное, просто разделите вязание напополам и повесьте маркеры. Вот я повесила маркер с одной стороны и с другой стороны. Теперь для того, чтобы начать вязать лямочки, я отступлю вот так от маркера один пучок и начну вязать. Итак, отступила один пучок, начинаю вязать также по рисунку. Провязываю закрепляющую петлю и провязываю вот этот пучок. 2 столбика, 2 воздушные, и сюда же еще 2 столбика. Далее столбик без накида и повторяю все то же самое. Провязываю последний пучок, 2 столбика с накидом, 2 воздушные и еще 2 столбика с накидом. И столбик без накида. Следующий ряд провязываем точно так же, как по рисунку, но будем уже вязать поворотными рядами. Провязываю 3 воздушных, переворачиваюсь. Далее 2 воздушных, столбик без накида, 2 воздушных, столбик с накидом и так далее до конца ряда. И в конце ряда провязываю 2 воздушные и столбик с накидом. Нить обрезаю. Закрепляю. Провязала 2 раппорта, 4 ряда, а затем взяла 2 раппорта и провязала лямочку. У меня высота лямочки, то есть пройма, вот место, которое мы отделили, чтобы поднять вверх до горловины. Вся вот эта высота у меня 23 сантиметра. Здесь я отделила 2 раппорта и буду вязать таким же чередованием цветов. Присоединяю нить. Здесь провязала сразу 2 нитями. Далее ниточку вот так могу положить на ряд. И провязываю по рисунку 2 столбика с накидом, 2 воздушные
2 столбика с накидом, столбик без накида, 2 столбика с накидом, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. Далее столбик без накида. Поднимаюсь на новый ряд, 3 воздушные, переворачиваю вязание, 2 воздушные, столбик без накида, 2 воздушные, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик без накида, 2 воздушные, столбик с накидом. Нить обрезаю, закрепляю, переворачиваю вязание и далее вяжу необходимое число раппортов. Итак, обе моих лямочки готовы. Это я провязала перед. Теперь все то же самое делаем и по спинке. Но спинку нужно сделать выше. А по спинке я провяжу 4 раппорта, то есть 8 рядов. У меня будет идти по спинке 4 полоски. 1, 2, 3 и 4. Спинка будет выше для того, чтобы лиф не выглядывал. Очень часто бывает так, что перед и спинку делаем одинаковой высоты, а потом при носке у нас сзади торчит застежка от бюстгальтера. Это некрасиво, поэтому спинку провязываем выше. Начинаем точно так же. Отступаем один вот этот раппорт, один пучочек и также начинаем вязать и с этой стороны. Располагаем к себе топ нижней частью и теперь будем вязать от нижней части. Для удобства можно начать от боковой части, чтобы соединение ряда шло по боку. Либо можете по вашему усмотрению сделать это, например, по центру спинки. Здесь все зависит только от вашего желания. Итак, вставляю крючок в петельку, из которой мы провязывали вот по ряду столбик с накидом, то есть между пучками, между вот этими элементами вставляю крючок. И вяжу также тем же рисунком, но мне нужно делать расклешение, поэтому вот здесь у меня этот элемент провязан 2 столбика с накидом. Я вяжу 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 2 воздушных, 1, 2, 3. Один, 2, 3, 2 воздушных и сюда же еще 3 столбика. 1, 2, 3. Столбик без накида и повторяю все то же самое. 1, 2, 3, 2 воздушные, 1, 2, 3. Мы провязываем тот же самый узор, но провязываем не 2 столбика, а 3. Продолжаем самостоятельно провязывать этот ряд до конца. Закрываю ряд, поднимаюсь на новый ряд, провязываю 3 воздушных, далее еще одну воздушную, сюда же и еще один столбик с накидом. Далее для того, чтобы присоединиться в верхнюю часть пучка, мы провязывали 2 воздушных, теперь будем провязывать 3. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик с накидом. 1 воздушная и сюда же еще один столбик с накидом. 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида. 3 воздушные. Столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом. Снова 3 воздушные, столбик без накида, 3 воздушные,
столбик с накидом, 1 воздушная и сюда же еще 1 столбик с накидом. Таким образом провязываем до конца ряда. И в конце ряда провязываем 3 воздушные и закрываем ряд. Ниточку обрезаем. Закрепляем. Итак, теперь присоединяю другой цвет. Провязала сразу 2, закрепила. Далее можно эту вторую ниточку отставить, ее потом заправим. 1 воздушная, столбик без накида, провязала в раскол. Далее провязываем точно такой же элемент. 3 столбика с накидом, 2 воздушные и 3 столбика с накидом. Столбик без накида, 1 воздушная, столбик без накида. И провязываем снова вот этот элемент. Столбик без накида, 1 воздушная, столбик без накида. И повторяем все то же самое. Закрываю ряд и перехожу на следующий. Провязываю 3 воздушные, это столбик подъема на новый ряд. Далее еще 1 воздушная. Далее столбик с накидом в воздушную петлю нижнего ряда, 1 воздушная, столбик с накидом, провязываю в раскол столбика без накида нижнего ряда. Таким образом у нас было 2 столбика, и мы сделали прибавку, у нас стало 3 столбика. Далее 3 воздушные, столбик без накида, 3 воздушные, и вот сюда снова провязываем вот этот элемент. Столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом, 3 воздушные, столбик без накида, 3 воздушные и снова повторяем. И в конце ряда провязываем 3 воздушных и закрываю ряд. Далее присоединяю новый цвет, фиксирую нить, воздушная, столбик без накида, воздушная, столбик без накида. Далее провязываю вот этот элемент. Далее столбик без накида, воздушная, столбик без накида, воздушная, столбик без накида. И снова провязываю пучок. И повторяю. Столбик без накида, воздушная, столбик без накида, воздушная, столбик без накида. И так провязываю до конца ряда. Провязала последний пучок, ряд закрываю, поднимаюсь на новый ряд, 3 воздушные, затем еще 1 воздушная. В воздушную предыдущего ряда провязываю столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом предыдущего ряда провязываю столбик с накидом, воздушная, в воздушную предыдущего ряда провязываю столбик с накидом, воздушная, и последний столбик с накидом провязываю в столбик без накида предыдущего ряда.
Таким образом, количество столбиков у меня увеличилось на 2. Было 3, стало 5. Продолжаем далее. 3 воздушные, столбик без накида. 3 воздушные, столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик без накида, 3 воздушные, столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом. Далее вяжем чередой 5 и 6 ряд. Ориентируйтесь на схему. Моя баска готова. Я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядов. Последний 12 ряд, это был бы полный раппорт, который состоит из 2 рядов, я не провязывала, а здесь начну делать обвязку. Я с вами провязала вместе 3 раппорта, и следующие 2 раппорта провязала точно так же. То есть здесь я не увеличивала количество прибавлений, количество прибавок. Здесь 5, здесь 5, здесь 5. И между ними, так как и в этом ряду, по одной воздушной. Это сделала для того, чтобы моя баска не была слишком широкой. Она и так получилась такой красивой волной, и мне этого расширения было достаточно. Поэтому обратите внимание, 2 столбика с накидом, 3, 5, 5, 5. Итак, ряд закрыла, ниточку не обрезаю, а делаю обвязку этой же нитью. Итак, делаю накид. Вот тут перепрыгиваю 2 столбика без накида и провязываю 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перепрыгиваю 1 столбик, провязываю столбик без накида. Далее перепрыгиваю опять 1 столбик и провязываю также 6 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6. Перепрыгиваю 1 столбик и присоединяюсь вот таким образом. Сейчас я вижу перед собой 3 пучка, вставляю крючок в средний столбик и также провязываю 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Присоединяюсь, провязываю столбик без накида. Далее провязываю 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Снова присоединяюсь в арочку. И продолжаю вязать. Снова вставляю крючок в средний столбик и провязываю 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Присоединяюсь столбиком без накида после пучка. И далее продолжаю делать обвязку до конца ряда. Провязала до конца, ниточку обрезала, вытягиваю, беру иглу с тупым концом, вставляю иглу под первый столбик и возвращаю нить в ту же петлю, из которой она вышла. И с изнаночной стороны заправляю. Теперь соединим лямочки. Вот таким образом я это сделала. Располагаем детали к себе лицевыми сторонами. Обратите внимание, сейчас у меня внешняя сторона, это сторона по рукаву. Итак, беру крючок, обвязку делаю крючком тоньше 2 мм. Использую нить Лизадива.
Итак, подхватываю петлю вот с этой стороны. 3 столбика было. 1, 2, 3. Вставила. 1, 2, 3. Подхватываю нить. Протягиваю через обе петли. Первые несколько стежков будет сделать немножко трудно, но потом будет легче. И далее точно таким же образом петля в петлю соединяю. Справа подхватила, слева подхватила рабочую нить, протянула. Справа подхватила, слева подхватила рабочую нить, протянула. Справа, слева, справа, слева. И последнюю петлю присоединяю. Готово. И сразу же отсюда начну делать обвязку. Делаю это вот таким образом. Между сменой цветов вставляю крючок. Здесь я провязывала столбик без накида и провязываю сюда 6 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6. Далее присоединяюсь вот таким образом. Здесь у меня был провязан либо столбик с накидом, либо 3 воздушные, если было поднятие рядом, прям посередине. Далее опять на месте соединения двух рядов. Посмотрите, куда удобнее вставлять крючок. 3, 4, 5, 6. Снова в серединку. Столбик без накида. Далее опять на месте соединения рядов. И в серединку. Вот такая аккуратная обвязка получается. Также вы можете самостоятельно определить интервал, с которым будете провязывать вот эти элементы. Здесь все зависит только от того, как вам нравится. Попробуйте несколько вариантов. Может быть, у вас будут эти элементы крупнее. И провязываем до конца ряда. Итак, давайте еще покажу, как на месте соединения провязывала. Закончила провязывать предыдущий элемент на середине. Далее провязываю вот таким образом, прям в место соединения, откуда ряд новый начинала вязать. Провязываю этот пучок из 6 столбиков. И по внутренней части у подмышки здесь у меня идут 2 вот этих элемента. Я присоединяюсь вот сюда, перед столбиком без накида. Далее в столбик с накидом провязываю 6 столбиков. Перед столбиком с накидом провязываю столбик без накида. Столбик с накидом провязываю 6 столбиков. Далее столбик без накида. Перед столбиком без накида. Далее в столбик без накида 6 столбиков.
перед уголком, столбик без накида, и дальше, точно так же, как и здесь, в уголок провязываю пучок из 6 столбиков. И вяжу далее. Таким же образом выполняем обвязку и по горловине топа, а я, как обещала, показываю, как этот топ смотрится на мне.